у тебя не будет отбоя от женщин. Простой способ, и женщина даст тебе 100%. Существует очень простой способ завоевать симпатию почти любой женщины. Его суть заключается в том, что ты ведешь с женщиной интересный диалог, узнаешь о ней, делишься своими интересами. Ты постоянно показываешь, что она тебе действительно интересна как собеседник. От этого женщина начинает чувствовать, что ты ее единомышленник, духовно близкий человек. А если ты еще и говоришь то, что она хочет от тебя услышать, то она почти влюбляется в тебя. Это достаточно известный и очень эффективный психологический трюк, которым часто пользуются пикаперы. Ведь когда женщина приходит на свидание, ей совсем несложно разгадать намерение мужчины, который просто хочет с ней переспать. Конечно же, женщину это отталкивает, ведь ее воспринимают как спермоприемник. Опытный пикапер, когда приходит на свидание, сначала строит доверительное общение, чтобы понравиться собеседнице. От этого у нее возникает иллюзия, что он не такой, как все, ему не нужен только интим. Она интересна ему, как личность. Женщина расслабляется, и опытный пикапер добивается своего. Но такая стратегия имеет много недостатков. Например, если это одно из первых свиданий, ты можешь попасть во френд-зону. Если вы в отношениях, то ты станешь для своей девушки или жены просто удобным мужчиной, подругой, психологом, и она перестанет тебя желать. А если это твоя бывшая, которая не хочет с тобой общаться, то все твои попытки о чем-то поговорить будут ее только раздражать. Но в чем же фишка данного метода и почему с какими-то женщинами он работает, а с какими-то нет? Мужчине, чтобы захотеть женщину, достаточно просто увидеть ее голой. Ситуации, когда тело женщины напоминает пудинг, мы рассматривать не будем. Женщине, чтобы захотеть мужчину, важно сначала довериться ему и расслабиться. Этому препятствуют ее психологические блоки. И люди, которые рассказывают, что нужно просто общаться с женщиной и ее будет к тебе тянуть, говорят о тех ситуациях, когда при помощи доверительного общения ты помогаешь ей расслабиться. Блоки, связанные с недоверием по отношению к тебе, исчезают, и она начинает тебя хотеть. Но, как я уже говорил, это всего лишь частный случай. И если ты хочешь, чтобы женщина хотела тебя всегда и везде, вне зависимости от ситуации, есть продвинутый способ, который поможет тебе добиться результата независимо от того, это первое свидание, или вы состоите в отношениях, или вообще это твоя бывшая. Как я уже сказал, твоя основная цель – это снять у женщины психологические блоки. Но что это могут быть за блоки? Рассмотрим несколько из них. Первый блок – она испытывает к тебе страх. Когда ты знакомишься с женщиной и приглашаешь ее к себе в гости, она тебя вообще не знает. Даже если ты ей нравишься, она может опасаться идти к тебе домой. Особенно если перед свиданием она случайно увидела в интернете пост, как девушка пошла в гости к парню на первом свидании, а он оказался маньяком. Если ты в серьезных отношениях с женщиной, то ты можешь быть слишком жестоким или слишком ревнивым. Постоянно говорить ей, если ты мне изменяешь, то тебе будет плохо. Тогда женщина может и соглашаться на интим с тобой, но она не будет получать от него удовольствия, или оно будет очень маленьким. Потому что женщина не может расслабиться, когда боится тебя. Но чтобы не огорчать тебя, чтобы ты не сердился, чтобы ты не ушел к другой, она выполняет так называемую обязательную программу. Следующий блок. Женщине с тобой некомфортно. Если говорить о первых свиданиях, ты можешь ей понравиться внешне, но быть очень скучным, унылым романтиком. Или наоборот, начитавших статей в интернете про баланс значимости заявить, что за чай вы платите пополам. Или начитавших пикаперских статей попытаетесь развести женщину на покупку мороженого. Да, может, своей цели ты и добьешься, она купит тебе то, что ты хочешь, но из-за этого между вами возникнет напряжение. Если проводить аналогии, то когда ты общаешься с женщиной, которая постоянно просит у тебя денег, манипулирует тобой, обвиняет тебя в скупости, то ты чувствуешь себя дискомфортно и хочешь прекратить с ней всяческое общение. Вот ситуация с оплатой счета пополам – это аналогичный случай. И в том, что ты оплатишь женщине чай и пирожное, не будет ничего страшного.
а дивиденды ты получишь потом в виде ее любви и заботы. Конечно же, исключение составляет ситуации, когда женщина как собеседница тебе неприятна из-за ее моральных принципов или она что-то заказала на круглую сумму. В таком случае каждый платит за себя. Но такая проблема возникает не только на первых свиданиях. На стадии серьезных отношений она тоже часто встречается. Чаще всего блок, связанный с чувством дискомфорта, возникает, когда у мужчины и женщины нет общих интересов. Им не о чем разговаривать, кроме каких-то общих тем. И когда они оказываются тет-на-тет, то ощущают себя как эфиоп и китаец, которые застряли в лифте. Вроде есть общая проблема, но ее никак не обсудить. Также и женщина из-за отсутствия эмоциональной близости с мужчиной перестает его хотеть. Далее она тебе не доверяет, не чувствует себя нужной. Это как раз тот случай, когда ты тащишь женщину к себе в гости на первом свидании, она тебя не боится, но понимает, что ты с ней просто переспишь и бросишь. И в дальнейшем это не лучшим образом скажется на ее самооценке. Если говорить о стадии серьезных отношений, то у женщины может появиться блок, связанный с недоверием, когда она понимает, что у мужчины есть любовница или он изменял. В таком случае ей тяжело лечь в постель со своим партнером, так как она понимает, что у него есть кто-то еще, что она для него не номер один, и поэтому женщина не может расслабиться. Следующий блок – это блок, связанный с отсутствием физического влечения. Как мужчина ты ее не привлекаешь, и интим с тобой вызывает у нее чувство отвращения. Именно по этой причине некоторые проститутки отказываются от интима с клиентом, который им омерзителен. А если говорить об обычных женщинах, то когда они видят мужчину, который пусть и следит за собой, но унижается перед ней, заискивает, пытается понравиться, то она на подсознательном уровне чувствует, что раз он так унижается, значит с ним что-то не так. И с таким мужчиной лучше не связываться. Поэтому одна из тех вещей, на которые женщина обращает внимание в мужчине, это его самооценка. Поэтому, когда после расставания мужчина в надежде вернуть свою девушку или жену начинает ее добиваться, у нее возникает блок с отсутствием физического влечения. Так как мужчина навязывается, демонстрирует свою низкую самооценку и выглядит вообще жалко. Но как же снять все эти женские блоки? На это существует несколько простых способов. И первый способ – это алкоголь. Да, алкоголь снимает у людей зажимы, страхи и комплексы. К примеру, многие аэрофобы перед тем, как сесть в самолет, напиваются до полусознательного состояния и намного спокойнее переносят перелет. Если говорить о женщинах, то им алкоголь также помогает снять многие страхи и комплексы. Поэтому женщина, которая по трезвости выглядит как скромница, изрядно подвыпив, может и в гости к незнакомому мужчине поехать и переспать с каким-то своим знакомым, когда в соседней комнате находятся ее друзья. И в пьяном угаре женщину мало волнует, что ее посчитают легкодоступной. Кстати, напиши в комментариях, согласен ли ты с фразой «пьяная женщина варенику не хозяйка». А я отвечу на этот вопрос в одном из ближайших видео. Поэтому не забудь подписаться на канал. Второй способ – общение. Да, если ты будешь общаться с женщиной, интересоваться ей как личностью, то она начнет тебе доверять. В этом мужчины и женщины очень сильно отличаются. Мы проникаемся доверием к человеку, когда он нам в чем-то помог, выручил, дал денег в долг. Женщина же доверяет человеку, с которым у нее сложилось доверительное общение. Именно поэтому не устаю повторять, если ты хочешь, чтобы твоя женщина тебя хотела, не просто будь лидером, не просто цени себя и занимайся саморазвитием, а еще не забывай общаться с ней хотя бы 30 минут в день, и тогда она будет видеть в тебе родственную душу. Следующий способ – это деньги. Да, этот способ прекрасно работает. Хочешь переспать с проституткой или эскортницей – просто заплати ей. Хочешь поднять своей женщине настроение – подари ей какой-то подарок. Все мы знаем истории меркантильных женщин, которые общаются только с теми мужчинами, чей месячный доход измеряется 6 нулями или даже больше. Негативная сторона этой методики, когда ты снимаешь женские блоки при помощи денег и подарков, достаточно очевидно. Ты можешь оказаться в роли спонсора. Но опять же, почему опытные пикаперы одеваются в брендовые вещи? Чтобы создать иллюзию успешности, чтобы женщина думала, что общается с обеспеченным мужчиной.
и не отшива его уже на стадии знакомства. Но как ты понимаешь, это все имитация успешности, и такими вещами я заниматься не рекомендую. Если говорить об отношениях, то кто бы что ни говорил, женщине приятно, когда мужчина тратит на нее деньги и дарит подарки. Да, понятно, что таким образом ты можешь ее избаловать, завалить баланс значимости и создать себе много сопутствующих проблем. И в данном случае я рекомендую действовать очень просто. Если ты понимаешь, что женщина откровенно меркантильная, лучше с ней не связываться или использовать ее только на короткой дистанции. Но если девушка или жена тебя вкладывается, заботится о тебе, то не будет ничего страшного, если ты ей подаришь какой-то подарок или устроишь романтический вечер. Вашим отношениям это пойдет на пользу. Также и на свидании не надо требовать от девушки, которой ты искренне понравился, заплатить за чай, который стоит 300 рублей. С нормальной женщиной не нужно быть жлобом и экономить на всем подряд. Так же, как и не нужно ее перекармливать, заваливая баланс в уважении. В данном случае я говорю о том, что надо найти золотую середину. Следующий способ – это давление. Допустим, ты привел женщину к себе домой на первом свидании, и она вроде и хочет тебя, но сомневается, не слишком ли рано вы этим занялись. Если ты будешь с ней мило общаться на протяжении 3 часов, то дальше разговоров дело не зайдет. Если ты предложишь ей деньги за интим, то это только усугубит ситуацию, если, конечно, она не проститутка. Если ты попытаешься накачать ее алкоголем, то, возможно, это и поможет, если, конечно, в ее организме не возникнут другие проблемы, и она не пойдет знакомиться с твоим хрустальным другом. Поэтому иногда лучше проявить настойчивость, подключить наглость и соблазнить женщину. Не нужно играть роль милого и понимающего парня. А когда все произойдет, женщина сама найдет оправдание, почему она все сделала правильно. И уже после близости нужно подключить психологический прием под названием доверительное общение. Сразу скажу, что в отношениях психологический прием под названием давление не работает, так как на первом свидании женщина еще сомневается, спать с тобою или нет. А если в отношениях женщина избегает близости, значит она тебя не хочет, и проблема решается совершенно по-другому. 5-й способ – это твоя высокая значимость. Когда ты классный сам по себе, когда женщина в тебя влюблена, когда ты не ведешься на ее капризы и манипуляции, и когда женщина пытается тебя подавить морально, ты принимаешь соответствующие меры, в частности, дистанцирование, в результате чего она чувствует себя слабой рядом с тобой. В таком случае женщина будет тебя любить и хотеть. Но при этом в своем стремлении снять женские блоки ты можешь допустить пару распространенных ошибок. И первая ошибка – ты пытаешься угодить женщине. Именно поэтому многие мужчины оказываются во френд-зоне. Именно поэтому те, кто пытается вернуть женщину, попадают в категорию унылых романтиков. Не нужно угождать женщине. Ты всегда должен получать удовольствие от процесса общения с ней. Когда ты работаешь над снятием какого-то женского психологического блока, ты всего лишь помогаешь ей расслабиться рядом с тобою, чтобы в итоге вы оба получили удовольствие. Но ни в коем случае не надо жертвовать своими интересами, лишь бы она расслабилась. Следующая ошибка – ты ведешься на ее манипуляции. Допустим, через минуту после знакомства в клубе или ресторане девушка просит купить ей коктейль. И чтобы вызвать у нее чувство доверия, ты выполняешь ее просьбу, а потом она пропадает. Причина очевидная – тебя просто использовали. Или когда в отношениях женщина говорит, что она посмотрела психолога, который говорит, что женщина оценивает мужчину только по его поступкам, и ты начинаешь совершать рыцарские поступки, чтобы показать серьезность своих чувств. Это тоже ее манипуляция, чтобы превратить тебя в удобного мужчину. И последняя ошибка – ты придумываешь блоки там, где их нет. Если говорить о первых свиданиях, то когда ты общаешься с женщиной и на 10-м свидании думаешь, она не такая, еще рано ее целовать, надо еще больше показать ей серьезность своих намерений. Хотя женщина про себя думает, интересно, почему он так долго тянет с близостью? У него, наверное, маленький пенис, или ему мама разрешает заниматься сексом только после свадьбы. В отношениях мужчина часто боится обидеть женщину, лишний раз с ней поспорить и думает, она у меня такая вспыльчивая, если я буду спорить, она
отдалиться еще больше. Хотя в результате такого поведения женщина чувствует свою вседозволенность и перестает воспринимать тебя как мужчину. Поэтому не надо ни под кого подстраиваться. Не нужно мыслить по принципу «моя не такая». Если у твоей женщины есть руки, ноги и голова, то она такая же, как все. И не нужно делать из нее королеву. А я надеюсь, что после просмотра этого видео ты понял, что женщины в отношениях мешают расслабляться ее психологические блоки. Снять их совсем не сложно. Но не нужно превращать свою жизнь в одно сплошное преодоление этих блоков. Ты должен получать удовольствие от самого процесса. Друзья, если понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться в комментариях, как вы разводите женщин. Спасибо вам огромное за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч!